Приветствую всех гостей канала Автоархивы. В этот раз отправляемся с вами на североамериканский континент и посмотрим на американский автомобиль глазами итальянцев. Совсем недавно на канале был выпуск, где речь шла о корпорации Chrysler, заключившей контракт с дизайн-студией Ghia под началом главы дизайнерского отдела Вирджила Экснера. Результатом сотрудничества стала серия концептов так называемых автомобилей идей, созданных в первой половине 50-х годов. В тот раз речь шла о моделях бренда Chrysler, и посмотреть на них можно будет здесь. Ссылка в правом верхнем углу. Сегодня же поговорим о творениях американо-итальянского проекта, разработанных для марки Dodge, входившую в корпорацию Chrysler. Впереди нас ждет серия концептов Fire Arrows, представленных публике в 1953 и 1954 году. Первый Fire Arrow значительно отличался от проектов, созданных Ghia для других брендов корпорации Chrysler, вдохновленные по большей части детройтскими идеями Экснера. Для марки Dodge были выбраны внутренние дизайнерские наработки, вышедшие из-под карандаша сотрудников Ghia. Когда в 1953 году на Туринском автосалоне дебютировал красный концепт, он мгновенно стал хитом, собирая толпы людей и провоцируя слухи об ограниченном тираже. Он представлял собой не полноценный автомобиль, а полноразмерный статичный макет родстера, созданный для того, чтобы прозондировать реакцию общественности. После показа появились слухи о том, что прототип выглядел настолько реалистично, что директора GM увидели в нем потенциального конкурента Chevrolet Corvette. До наших дней неходовой макет первого Fire Arrow, к сожалению, не сохранился. Положительно оценив реакцию публики, было дано разрешение на проектирование и создание более совершенного прототипа. Уже следующей разработкой, увидевшей свет, стало полноценное транспортное средство – Fire Arrow 2. Представленный в 1954 году концепт, выполненный в светло-желтом цвете, развивал идеи предшественника и представлял собой низкий, обтекаемый двухместный родстер с эффектным безрамочным лобовым стеклом и ярко выраженными хвостовыми плавниками. Он был построен на шасси Dodge с колесной базой 119 дюймов. Вместо 4 фар автомобиль получил 2, широко разнесенные по углам передней части. Спицевые колеса, новую решетку радиатора, напоминающую зияющую пасть с 5 острыми зубами. А широкий горизонтальный молдинг проходил только сбоку, не заходя на переднюю и заднюю части. Отличительной особенностью дизайнерских решений были отсутствующие наружные дверные ручки. 4 выхлопных патрубка, встроенные в задние крылья, в этот раз уже не были муляжом, ведь под капотом находилась V-образная восьмерка Red Ram объемом 241 кубический дюйм и мощностью 150 лошадиных сил, позаимствованная у серийных Royal и Coronet. И этот двигатель в 1954 году замыкал линейку доступных силовых агрегатов для марки Dodge. Известно, что в начале 90-х годов второй Fire Arrow был частью знаменитой коллекции концептуальных автомобилей Джо Борца, бывшего ресторатора, который, отойдя от дел, решил посвятить себя поиску затерявшихся или недооцененных концептов с целью собрать эти сокровища в свою собственную коллекцию. К тому времени общее количество таких автомобилей насчитывало более 3 десятков экземпляров. Итак, после своего дебюта в 1954 году Fire Arrow 2 снова оказался хитом всех выставок. Поэтому следующие наработки не заставили себя долго ждать. В том же году были презентованы еще 2 концепта – купе Dodge Fire Arrow 3 и кабриолет Fire Arrow 4. В отличие от предшественников, купе все-таки уже больше напоминал Chrysler K310 или Plymouth Explorer.
Кузов был окрашен в голубой металлик вместе с боковым молдингом и мог похвастаться передним и задним панорамными стеклами. Яркими чертами дизайнерских находок стали решетка радиатора с вогнутыми вертикальными ребрами, утопленные двойные фары разного диаметра, двойные хромированные вертикальные половинки бамперов, а также крупные вентиляционные отверстия в передних крыльях. Салон мог похвастаться ковшеобразными сиденьями, трехспицевым деревянным рулем, панелью приборов с двумя большими круглыми циферблатами, а также дверьми с электрическими стеклоподъемниками. Техническая часть полностью повторяла второй Fire Aero. Основой его было то же самое шасси с колесной базой 119 дюймов, те же двигатель и трансмиссия. Поколесив по выставкам, поучаствовав в ряде заездов на территории Соединенных Штатов, концепт-кар вернулся обратно в Турин год спустя после презентации. В его истории есть 30-летний отрезок, когда он находился в руках одного владельца во Франции. А в 80-е годы его выкупил главный дизайнер GM Дэйв Холлс. В 2009 году третий Fire Aero был продан на аукционе Sotheby's в Фениксе за $880 тысяч. А спустя 2 года в калифорнийском Монтерее тот же Sotheby's помог сменить автомобилю прописку, но чуть за меньшую сумму – $852 500. Показанный на автосалоне в Чикаго кабриолет Fire Aero 4 щеголял складным верхом с электроприводом и, выглядя как открытая версия купе, был максимально приближен к серийным автомобилям. Стайлинг, правда, немного отличался от собрата. Боковой широкий молдинг был хромированный, а решетка радиатора получила клетчатую структуру. Красный концепт получил 4 полноценных сиденья, которые вместе с элементами интерьера были отделаны черно-белой кожаной обивкой в шахматном стиле. Несмотря на теплый прием всех 4 прототипов, руководство корпорации Chrysler в конечном итоге не одобрило запуск в серию и свернуло проект. Однако нашелся один энтузиаст, чье воображение поразила серия прототипов, и он решил выкупить у корпорации Chrysler права на их дизайн. Этим самым человеком оказался американский промышленник Юджин Кэссерл. Известный тем, что в 30-е годы он совершил революцию в перевозках автомобилей, начав вместо железной дороги использовать автовозы. Благодаря ему новые автомобили, только что сошедшие с конвейера, отправлялись прямиком в дилерские центры. После войны Кэссерл уже был одним из основных подрядчиков Chrysler, и благодаря партнерским отношениям ему позволили использовать не только дизайн концептов, но и техническую начинку современных автомобилей концерна Chrysler. Объединившись с инженером Пола Фаррага, Кэссерл основал фирму Dual Motors и продолжил сотрудничество с карроссерией Ghia по части изготовления кузовов. В 1955 году был построен прототип под названием Firebomb, представляющий собой переработанный 4-й Fire Aero, выполненный в черном цвете с одинарными фарами, иной решеткой радиатора и полноценными бамперами. Уже через 2 года этот автомобиль, дополненный увеличенными хвостовыми плавниками, поступил в продажу под маркой Dual Ghia. Ну а что произошло дальше, это уже совсем другая история. Что же касается концептов Fire Aero 4 и Firebomb, то они оба сохранились до наших дней и долгое время находились в музее Black Hawk в Денвилле, Калифорния. В 2020 году они оба выставлялись на продажу через аукционный дом Mecum, однако не нашли покупателей. Вместе с ними поиск нового владельца вел и второй Fire Aero, однако его тоже постигла неудача. Автомобиль так и остался непроданным, как и годом ранее, когда тот же Mecum пытался реализовать его в Монтерее. И вот впереди третья попытка. Август 2021 года, снова Калифорния, снова Монтерей, но за дело берется уже Sotheby's. В 2007 году в Скоттсдейле Барретт Джексон продал его за умопомрачительные $1 100 000. И за эту же сумму, кстати, там же был продан и последний кабриолет. На этот раз ожидается, что этот светло-желтый родстер с черным двухместным салоном найдет своего нового владельца за 900 тысяч, $1 200 000. Ну что ж, совсем скоро узнаем,
Окажется ли третья попытка успешной? И если да, то на какой отметке стукнет молоток? Большое спасибо, что смотрели этот выпуск. Желаю всем здоровья, ну а пока.